Коллеги, я рада приветствовать вас на второй части нашего мероприятия. Антон вам рассказывал о возможностях планирования в Navision, в частности, планирования отчета движения денежных средств, а я бы хотела сегодня остановиться на возможностях работы с историческими данными, в частности, с данными по финансовому учету, и рассказать о таком функционале в украинской локализации, как внешние отчеты. К сожалению, функционал используется не так часто, как хотелось бы, возможно, потому что не все знакомы с его возможностями. Итак, что такое внешние отчеты? Это инструмент для извлечения и анализа данных. Формируются данные на основании сальдо или оборотов по финансовому счету. Также мы можем использовать корреспонденцию по финансовым счетам. Наши отчеты позволяют совершать экспорт подготовленных данных как в Excel, для того, чтобы в дальнейшем выгрузить на печать, так и выгружать в XML и потом подавать отчет в государственные органы. Я буду показывать параллельно настройки и рассказывать. Итак, для того, чтобы сделать настройку, мы заходим в Navision. Внешние отчеты. Нам открывается страница для настройки внешних отчетов. Здесь уже несколько отчетов настроено. Я вначале покажу вам принцип настройки, а потом уже покажу, что у нас получилось в итоге. Итак, нам нужно ввести название отчета. Допустим, будем показывать на балансе. Там баланс, описание, форма 1. Дальше мы задаем код раздела. Я бы предложила использовать уже существующий. Если вы создаете самостоятельно, то вот проваливаетесь в окошко и выбираете из предварительно заданных кодов раздела. Нажимаете «Редактировать» и пишите здесь, допустим, баланс. И дублируем форма 1. Мы выбрали раздел и переходим к настройке отчета ID. Отчет ID – это внешний отчет, и обязательно ввести вот это значение, которое мы видим. Он относится, как я уже сказала, к расчету внешних отчетов. И указываем код XML отчета. Код XML отчета мы можем получить в открытых источниках, допустим, государственные органы, которые вкладывают структуру XML, описание тегов XML, также указывают для файла код XML отчета. В конце моей презентации я дам вам полезные ссылки, на каких сайтах можно смотреть по статистике или по налогам необходимое описание полей. В данном случае мы знаем, что у баланса вот такой вот код XML отчета. Далее у нас есть поле «Версия документа для XML». Это рабочее поле, в нем необходимо продублировать последнюю цифру номера отчета. Последняя цифра у нас 8. Шаг узла для XML предыдущего периода. Что это такое? Для баланса он не используется. Для отчета о прибылях и убытках я покажу немножко позже. Переходим к имени файла Excel. Что это такое? Поскольку наши отчеты выгружаются в Excel, то также с формы Excel файла их можно загрузить, чтобы не набирать вручную каждую строчку необходимого нам отчета. Excel-файл выглядит следующим образом. Для баланса он содержит 3 вкладки. Первая вкладка так и называется «Баланс». Сюда будут подтягиваться данные с вкладки «Данные», которые являются рабочей, на которую выгружается вся настроенная нами
информация, и вкладка «Фирма», которая содержит информацию о компании на основании предварительно заведенной информации «Фирма информация». Нас интересует при импорте файла данные, которые содержатся в столбике А и в столбике Б. Сейчас мы совершим импорт и посмотрим, как они у нас подтянутся. Я выбираю импорт файла. F1 это баланс. Немного ждем. И импорт совершен. Далее мы указываем фактор округления. Что это такое? Статистическая информация в Украине на сегодняшний день подается в тысячах гривен, поэтому все данные, которые мы получили с наших финансовых счетов, мы должны разделить на 1000. Указываем здесь 1000. Отчетность за период. Баланс мы подаем по состоянию на дату. Отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств мы подаем за период. В соответствии с поставленной или не поставленной галочкой в заголовок документа у нас подтягивается или на такое-то число такого-то месяца такого-то года, как мы видим вот здесь вот в балансе, или за период в отчете о прибылях и убытках. Для баланса мы оставляем поле пустым, потому что это не отчет за период, а отчет по состоянию на дату. И выбираем перевод текстовых констант, просьба указать украинский, поскольку вся отчетность составляется на украинском языке. Также мы выбираем сотрудника, это рабочее поле, которое в данном функционале не используется. Мы видим, что наши строки настроены, и можем переходить на уровень ниже. На уровень ниже это значит, что мы посмотрим количество строк, которые используются у нас в балансе. Они подтянулись из Excel файла. Вот видим номер строки формулы, описание. И дальше я хочу перейти уже к готовому отчету с настройками для упрощения нашего понимания. Так, я захожу в отчет F1, он уже настроен. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на дата-фильтр. Что это такое? У нас есть данные в балансе на начало периода и на конец периода. Для выведения данных на начало периода необходимо поставить две точки BD, это значит before date. Для данных на конец периода мы ставим ED. Это для баланса. Для отчета о прибылях и убытках мы выбираем данные за период, поэтому не ставим ничего. Мы совершили настройки и проваливаемся на уровень ниже. На уровне ниже мы указываем, собственно, формулы, которые необходимы нам для выбора тех или иных данных. Строки называются, в принципе, название такой Closing Balance Active, и номер строки баланса в соответствии с стандартной формой. Для данных на начало периода будет Open Balance Active. И, соответственно, Closing Balance Active на начало и Open Balance Active на конец периода. Мы заходим в текст формулы. Допустим, нас интересуют нематериальные активы и их первичная стоимость. Нематериальные активы у нас учитываются на 12-м счету бухучета для тех компаний, которые используют классический план счетов. И если мы введем 12-й счет плана, то мы увидим, что у нас здесь 7 счетов. Чтобы не перечислять каждый из них, достаточно поставить звездочку, и система поймет, что суммировать нужно все счета, которые начинаются на 12.
Что у нас есть еще в настройках формулы? У нас есть знак операции плюс или минус, то есть нужно добавлять или отнимать финансовый счет. У нас есть кредит для того, чтобы выбрать корреспонденцию счетов. Это я покажу на следующем примере, когда мы будем рассматривать отчет о движении денежных средств. И у нас есть информация оборот или данные по дебету или кредиту. Ну, в данном случае 12-й счет, естественно, у нас всегда дебетовая сальдо, и нас интересует оборот. Оборот здесь подразумевается ввиду сальдо. Дальше мы можем рассмотреть ситуацию для нематериальных активов, когда у нас есть как первичная стоимость, так и износ. Первичная стоимость с плюсом, износ с минусом. Нас интересует сумма данных по этим двум счетам. Для того, чтобы не прописывать каждый раз, что счет такой-то, плюс такой, а потом минус еще такой-то, в программе настроены типы элемента термин. Термин – это результат по предыдущей строке. Вот мы знаем, что наши нематериальные активы собираются по строчке 1001 и 1002, поэтому мы так и выбираем. Первый термин 1001 и 1002. Какие еще могут быть случаи с формулами для баланса? Может быть ситуация, когда, например, счет 641, 372, они могут иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо. На сегодняшний день требования к заполнению баланса такие, что если дебетовое сальдо, то отображать в активах, если кредитовое сальдо, то отображать в пассиве. Соответственно, мы должны сказать системе, каким образом нам отлавливать такие данные. Допустим, рассмотрим счет 1190. Здесь у нас прочие активы и видим 643 счет. Нам его нужно вытаскивать не во всех случаях, а только тогда, когда сальдо по счету положительное. Поэтому мы переходим к полю знак суммы и выбираем положительно. Точно так же в части пассива в настройках мы указываем отрицательно. Это говорит о том, что только отрицательное сальдо нам нужно суммировать. Если сальдо положительное, то мы его не рассматриваем. Еще у нас есть такая возможность, как выводить сумму по модулю. В Navision мы знаем, что дебет у нас идет с плюсом, а кредит идет с минусом. Соответственно, сальдо по пассивным счетам, таким как собственный капитал, задолженность перед кредиторами, идет с минусом. Но в балансе ее нужно отображать с плюсом. Поэтому что мы можем сделать? Здесь у нас есть два варианта. Допустим, рассмотрим там краткосрочные кредиты банков. Я выбираю все значения с минусом, либо же ставлю галочку «Выводить сумму по модулю». Результат будет один и тот же. Поскольку в краткосрочных кредитах банка могут быть еще и овердрафты, которые учитываются на 31-м счету, вот тоже обратите внимание на то, что я показывала в предыдущем примере, здесь я выбираю знак суммы отрицательно. Что я хочу вам еще показать? Наверное, можем перейти к ошибкам, которые возникают при настройке внешних отчетов. Когда мы используем термины, мы случайно можем сделать так, что термин ссылается сам на себя, то есть получается циклическая ссылка, как в Excel, так и здесь возможны такие случаи. Допустим, вот я скажу, что
термин closing balance актив строка 1000 состоит из строки 1001 плюс строка 1000. То есть умышленно совершаю эту ошибку. В внешних отчетах есть возможность, прежде чем выводить экспорт в Excel или XML, осуществить такую проверку. Все ли у нас хорошо, все ли формулы написаны правильно. Я иду в действие, выбираю проверку, и вот мне выдало сообщение о том, что проверка завершена. Действительно, у нас обнаружены циклические ссылки и среди целых 3 терминов. Забегу наперед, почему среди 3? Я же неправильно ввела только в одном термине. Дело в том, что в будущем этот термин, он используется в балансе, как в строке баланс итого по активу, так и в промежуточной строке итого необоротных активов. Поэтому 3 раза он сам на себя ссылается, и 3 раза ошибку мы видим. Как же узнать, в какой именно строке, чтобы не проверять все строки? Для этого у нас есть поле, которое называется «Проверять». Если после запуска проверки в этом поле вы видите галочку, это значит, что нужно открыть это поле и посмотреть, именно здесь и затаилась наша ошибка. Исправим ошибку, выбираю правильный термин, не 0, а 2 в конце, нажимаю ОК и запускаю проверку еще раз. Проверка завершена, циклических ссылок не обнаружено. Что же произойдет, если мы без проверки выгрузим отчет с циклическими ссылками? Система запутается, она не будет понимать, что происходит, несколько раз сошлется сама на себя. И далее вы можете получить, вот если видно, такую ошибку. На сегодняшний день она выводится так. Сервер недоступен. Система проверяет на одном уровне, не находит решения, из этого уровня она выходит выше, и, выйдя на самый высокий уровень, не найдя причину ошибки, она просто рассоединяет вас с сервером. То есть желательно после того, как вы настроили внешние отчеты, особенно первый раз, когда там завели все формулы, сделать проверку, потому что вас выбьет из системы и придется заходить заново, тратить какое-то время. Для баланса, в принципе, мы настроили все счета. Что еще здесь можно сказать по выведению счета на примере амортизации? 131 и 132 счет нас интересует. Мы ставим 131 звездочка, подразумевает все следующие счета субсчета 131 и 132. Также мы можем через черточку, нужен английский язык, их вот так вот записать, чтобы было одной строкой. Результат будет тот же, черточка значит end. Ну, как кому удобнее, мне больше нравится, чтобы открыть формулу и не в одной строке было, а увидеть сразу все счета, которые я указала, в случае чего, чтобы искать ошибку, где что указано неправильно. Итак, еще раз, для каждой строки баланса актива и отдельно для каждой строки баланса пассива я создаю отдельную строку со своей отдельной формулой в связи с тем, что мне нужно выводить данные отдельно на начало периода сальдо и данные отдельно на конец периода сальдо. Вот столько раз нужно было прописать. Здесь, где пустые места, это касается страховщиков, на сегодня мы их не заполняли.
Теперь я хочу вам показать, как дальше пользоваться сформированным отчетом, как он выглядит, как подтягиваются данные, что мы с ними можем делать. Ага, мы еще пропустили XML. Мы настроили то, что будет выгружаться в Excel. Но для того, чтобы загрузить XML-структуру, естественно, нам нужно задать теги XML. XML-файл делится на несколько частей. Настройка самой структуры файла, а также имени файла прописывается разработчиком в коде. Вам нужно просто сообщить, по какому принципу называется там первые 6 символов, допустим, код ЕДРПО, потом код госоргана территориального, куда вы подаете, код периода и так далее. Также есть шапка XML, которая формируется из данных о компании. Тоже это все прописывается в коде. Что вам остается сделать с настройками XML? Заполнить теги, которые формируются из данных по финансовым счетам. Как мы это делаем? Мы получаем вот такой файлик, где у нас указаны все теги, вот синеньким цветом, их много, и первый раз нам нужно руками их настроить. Здесь же в окне внешних отчетов выбираем строки XML и проваливаемся в них. Здесь я уже все настроила, поскольку настройка первый раз занимает достаточно длительное время. Что нам нужно сделать? Код внешнего отчета у нас уже прописывается автоматически. Дальше мы идем к номеру строки формулы. Это та строка, где мы с вами до этого прописывали формулу, номер счета, там, дебет, кредит, сальдо, оборот и так далее. Мы нажимаем и проваливаемся в наши строки. И здесь из строк выбираем нужную нам по очереди. Дальше идем в файлик. Я его, кажется, случайно закрыла. И копируем наш тег. Это у нас, вот мы сейчас заполняем строчку Opening Balance Active. Opening Balance на початок звітного періоду – это код R1000G3. Мы выбираем, копируем и пошли дальше. Система нам говорит о том, что тег уже существует. Действительно, тег существует, поскольку все строки XML уже были настроены предварительно. Дважды один тег вы не сформируете во избежание ошибки, потому что непонятно, как система, куда вы будете импортировать этот документ, воспримет два тега с разными данными или с одними данными. Мы удаляем нашу строку. Все, ошибки нету. И можем приступить к выгрузке. Для того, чтобы выгрузить отчет, мы выделяем строку с отчетом, идем на вкладку «Действия» и выбираем «Экспорт в Excel». Здесь нам нужно будет еще кое-какую информацию заполнить. Дата отчета – это дата, на которую составляется отчет. Она больше рабочая, для баланса не актуальна, но ставим 31.12.2015. Я покажу вам на примере отчета за 2015 год, самый последний. Отчет вы можете составить как за месяц, так и за квартал, так и за год и за полугодие. Вот все варианты отчета. Я выбираю год. Сразу мне предлагается последний год, в данном случае 15-й. Я выбираю. И что у нас здесь есть? Можем задать десятичные знаки, которые нужно выводить. Для баланса это 0 десятичных знаков. Если когда-нибудь
управление статистики налоговой или другие администрации попросят нас выводить со знаками после запятой, то никакую доработку делать не нужно, а просто вручную заполнить здесь количество знаков после запятой, которые нужно выводить. Редактирование нулей. Если у нас есть какие-то требования, чтобы это была пустота, либо пробел, либо прочерк, то также можем здесь выбрать. Знак отрицательных значений. Минус, квадратные скобки или круглые скобки тоже как нужно. Тип экспорта на страницу данных. Почему на страницу данных? Вот наш файлик с отчетом. Вот сюда, на эту страничку, выгрузятся все данные, которые мы хотим экспортировать. Срок подачи в данном случае не актуален, но он тоже есть, мы его можем прописать. И дальше очень важное поле. Прошу вас обратить внимание, когда вы будете формировать баланс, поставить здесь галочку, чтобы включались закрывающие операции. Что такое закрывающие операции? Украинская локализация – это перенесение сальдо по 7 классу счетов, счета доходов, и по 9 классу счета затрат на 79 счет. После того, как счета закрыты, по счету сформировалось сальдо, и это сальдо по состоянию на начало периода и по состоянию на конец периода должно быть перенесено в баланс. Сейчас внешние отчеты, их функционал позволяет только таким образом корректно формировать отчетность. То есть каждый отчетный период, за который вы формируете отчетность, должен быть закрыт. И если мы хотим создать XML-файл, в данном случае мы хотим его создать, мы ставим галочку вот здесь вот «Создать XML-файл». И открываются еще несколько полей, которые нужно заполнить, на что обращаю внимание. Сейчас отчетность может быть составлена как по СБУ, так и по IFRS. Если по СБУ, то мы ставим здесь галочку, если IFRS, то мы галочку не ставим. А еще баланс у нас просит указать среднее количество сотрудников. Вот у нас есть такое поле «Середня кількість працівників». Поскольку не все компании ведут payroll в Navision, то мы сделали такую возможность вручную вводить количество сотрудников. Допустим, у нас там 215 человек. Проверили, все выбрали. Закрывающие операции, XML-файл, код 2015. Нажимаем «Ок». Формируется наш отчет. Вначале Excel, потом XML. Вот название файла, которое мы прописали в коде. Здесь я сразу вижу код ЕДРПО, код отчета, ну и прочая информация. Сохраняем. Ждем еще некоторое время, должен открыться Excel-файл. Он открывается всегда на вкладочке «Данные», и нам просто необходимо перейти на баланс, где мы видим, что заполнилась вся интересующая нас информация, название предприятия, территория, вид деятельности, вот количество сотрудников, которые мы вводили, адрес и различные коды. Вся эта информация у нас указывается на вкладке «Фирма. Информация». Если интересно, могу показать, где она находится. Вот мы здесь видим информацию об организации, название, адрес короткий, адрес длинный, виды деятельности. Также вот есть вкладочка «Локализация», где указан код ЕДРПО, номера свидетельства, номера госучреждения. Это все так или иначе попадает в наш файл.
Вот, допустим, отчетность, кведы различные и тому подобное. Вернемся к нашему файлу. Вот он таким образом выглядит. И должен балансировать. Вот смотрим, что у нас получилось. Для примера я взяла компанию, которая стремительно развивается, набирает обороты. Было 69 миллионов, стало 323 актива. И смотрим пассив 69, 323, 0,52, 0,52, 681, 681. Да, наш баланс сошелся, значит, мы правильно выбрали и указали все счета с нашей главной книги. Все проводки были учтены, период мы закрыли. Все хорошо. Теперь нам нужно подать наш баланс. Мы заходим, сейчас я буду показывать, как импортировать XML-файл на примере программы Medoc. Заходим в Medoc, здесь у меня уже все выбрано. Что нам нужно? Отчеты выбрать. Дальше становимся на импорт и выбираем импорт отчетов. Заходим в папочку, в которой сформирован наш XML-файл. Выбираем его. И видим, что файл успешно импортован. Вот он у нас сидит, мы его открываем и смотрим. Смотрим, что получилось в XML-структуре. То же самое подтянулось название, территория, коды, баланс по состоянию на 31 декабря. Видим информацию такую же, как и в Excel-файле. Баланс сходится. Руководитель, главный бухгалтер указаны, значит, все составлено верно. По поводу самого файла XML есть возможность даже редактировать в файле, если что-то вдруг, хотя такое быть не должно, пошло не так, то вы его открываете, и вот все данные позволяют быть редактированными. Если в красивом виде посмотреть, то смотрим через XML Viewer. Вот наш файлик. Вот это Declare Head, данные, которые формируются с фирмы информации, данные, которые формируются путем выбора периода. И дальше уже пошли, вот начиная с этих узлов, которые мы руками вводили в узлы XML, наши данные с финансовых счетов. Вот такой у нас получился файл. Один отчет составлен, нажимаем кнопочку «Подать», подаем в организацию, в учреждение, которое нам нужно. Дальше хочу вам еще кратенько, более быстро показать особенности составления отчета о прибылях и убытках. Звіт про финансовые результаты, форма 2. Точно так же заполняем название, описание, выбираем код раздела, тот же отчет ID, смотрим на код XML отчета, версия, импортируем файл, тот же фактор округления, но обратите внимание, как я уже говорила, нужно поставить отчетность за период, чтобы нам вывело слово за год, а не по состоянию на. Заходим в строки отчета. Дата-фильтр, обратите внимание, дата-фильтр мы оставляем пустым, потому что нас интересует оборот за период, а не сальдо. Тем более, что счета мы успешно закрыли уже на 79-й счет. И проваливаемся внутрь формулы. Мы здесь видим вот первая же формула. Мне больше нравится ставить с минусом каждый счет отдельно, чтобы не запутаться. Выручка от реализации, все 70-е счета. Выбрала оборот. Знак суммы ничего не выбираю. Иду дальше.
указываю себестоимость моей реализованной продукции, 90 счета, но уже со знаком плюс. Дальше интереснее. У нас может быть как прибыль, так и убыток. И заполниться должна только одна строка в зависимости от того, что же мы получили. Как мы это настраиваем? Мы сплюсовываем два значения, выручка и расходы, и получаем результат. Как навижено понять, это прибыль или убыток? Очень просто. Мы ставим в одном случае положительно, то есть сальдо дебетовое, то есть плюс минус остается плюсом. Если же у нас убыток, то сумма относится на отрицательно. Поскольку я указала с минусом все наши кредиты, по пассивному счету 70, то сумма получается положительная, и таким образом рассчитываем. Идем дальше. У нас снова промежуточное значение финансовые результаты от операционной деятельности. Здесь я упоминаю два счета, вернее, две строки, как прибыль, так и убыток. В зависимости от того, какая из них была заполнена в предыдущем подведении результатов в подсчете нашей маржи, такая же и была заполнена. И тоже ставлю положительно, либо отрицательно. Таким образом, система выберет или то значение. Дальше смотрим наши финансовые доходы. Точно так же с минусом я ставлю, если вы поставите вывод суммы по модулю и выберете вот этот счет с плюсом. Давайте попробуем, поменяем. Вывод по модулю. Так, здесь нам нужно нажать правка. Вот почему ответ сразу, почему не получается поставить галочку, потому что есть такая функциональность, чтобы кто-то случайно просматривая, там, не изменил, не добавил галочку. Мы открываем возможность редактирования, выбираем вывод суммы по модулю и снова сходим сюда. Здесь у нас уже стоит плюс. Вот результат должен получиться идентичный. Таким образом, играя с термин, плюс термин и положительное либо отрицательное значение, мы подтягиваем все наши положительные или отрицательные результаты на всех этапах отчета о прибылях и убытках к финишу, где видим наш совокупный доход, там, прочие дополнительные расходы, как там, расходы на оплату труда, на амортизацию, и получаем результат. Точно так же мы его выгружаем в Excel, но есть нюансы. Снова идем на вкладку «Действия», «Экспорт в Excel». Выбираем тот же год, 2015. Количество знаков нулей, все это оставляем таким, как есть. Включать закрывающие операции. Мы галочку не ставим. Предыдущий период мы выбираем. И выбираем «Создать XML-файл». Составлено по ПСБУ или по IFRS. Давайте поставим галочку. Среднее количество сотрудников нам не нужно. Ждем. Вот наш отчет открылся. Здесь у нас есть две вкладки: данные и предыдущие данные. Системе достаточно в нашем случае прописать один раз формулу. И в коде мы указываем, что вытаскивать для
одной вкладки в Excel данные по состоянию за текущий период, а для другой вкладки данные по состоянию за предыдущий период. Также у нас есть вкладка «Фирма. Информация», информация о компании, телефоны, ответственные лица и вся прочая информация, которая хранится на вкладке «Информация о компании». Получился наш отчет. Видим, что за год. Видим данные. И можем спокойно тоже затягивать в Медок. Точно так же заходим. Файл. Импорт звитьев. Здесь мы более последний выбираем. И видим, что документ сформирован. За год и данные. Какой у нас есть еще отчет, который немножко с другими нюансами заполняется? Это отчет о движении денежных средств. Этот отчет предполагает корреспонденцию между счетами, поэтому необходимо изначально, чтобы правильно была настроена корреспонденция. Заходим в строки отчета, проваливаемся в формулы, нажимаем в поле 1 стрелочку, дополнительно, все как в прошлый раз, и видим формулы, но они немножко другие. Здесь мы указываем обороты между счетами. Каким образом это указать? Мы выбираем операции, тип элемента финансовый счет, элемент со звездочкой через END и номер кредитового счета, и здесь выбираем оборот. У нас получится подтягивание только тех данных, которые указаны в обороте за период. Что еще можно делать с помощью внешних отчетов? Это задавать константы. Допустим, у нас есть какое-то постоянное значение, это не применимо в нашем примере для нашей локализации для отчетности. Но, допустим, если понадобится там какую-то сумму добавить, если неправильно закрыт счет баланса, чтобы исправить, или там постоянный какой-то коэффициент, мы выбираем константа и здесь указываем значение. Эта константа указывается без округления до 1000, то есть если 1000, то выведется единица. Что я еще пропустила? По-моему, пропустила теги XML для отчета о финрезультатах. Так, хотела показать, и потом ушли. Отчет о финрезультатах содержит данные за текущий период, за предыдущий период. Видим, что для одной строки есть два тега, как и в балансе. Отличие между ними только в последней цифре. Тройка – отчетный период, четверка – предыдущий период. Здесь мы указываем тег XML только тройка. Как же нам сказать, что заполните еще и другой узел на единицу больше за предыдущий период? Прописывается в коде, что следующему узлу за предыдущий период присваивает значение, указанное в поле шаг узла XML предыдущего периода. Если это на 1, то ставим единицу. Ну, в данном случае у нас везде предыдущий период имеет на единицу больше номер пока что. У меня все.